Но в чем конкретно преимущество Винь Чунь над боевыми и спортивными стилями? Вот. Хорошая тема. И как раз вот на этом вопросе мы сразу и увидим то, о чем я говорил несколько раньше. Это и есть защита от дурака. Вот подобного рода вопросы сразу разделяют публику на тех, кто готов троллить и ржать, но при этом ничего не знает и ничего не умеет. И тех, кто не будет троллить и ржать, а выскажет просто кратко свое мнение. Мне кажется так. Ну вот от себя, например, что я могу сказать здесь? Еще раз, в чем конкретно преимущество Винь Чунь над боевыми и спортивными стилями? Ни в чем. Это равноценное боевое искусство. Такое же, не хуже, не лучше, чем Фан Цзюцюань, чем Тан Ван Пай, чем, я не знаю, Ху Цюань, чем Хоу Цюань, чем, я не знаю, там Чо Цзяо и так далее. Рабочие боевые направления. Каждое из них хорошо. Не чем-то хуже. Каждая из них решает одни и те же задачи по-другому. В качестве примера, опять, ребята, вот классический пример. Ну, не знаю. Одну и ту же задачу, ну, например, внезапную атаку какую-то, какого-то условного противника, придуманного, нафантазированного мною сейчас. Там представитель Чо Цзяо решит переломом голени или разбитой коленной чашечкой, например, у этого атакующего. Представитель Винь Чунь схлопнет просто дистанцию и выйдет уже прям практически сразу там на, может быть, даже сразу на локте, на атаке локтями, да? Представитель Фаньзе разобьет ему руки одновременно с атаками там, в область головы и корпуса. Представитель Тан Ван Пай перенаправит эти атаки и использует их, возможно, даже для броска и добивания дальнейшего и так далее. Опять, ребята, это я нафантазировал, как это могло бы быть. Просто для того, чтобы было понятно, что Винь Чунь или какое-то другое направление, там, не знаю, там Тан Ван Пай, мною названные, например, что они там чем-то лучше или чем-то хуже, ну нет. Равноценные боевые направления. И вот как раз здорово, мне вот очень нравится, что порой все-таки существуют такие встречи между представителями разных боевых направлений, со спортсменами, бог с ними. А вот когда бойцы между собой встречаются, и они представляют собой разные направления, вот это вот здорово. Вот там вы видите, как работает ваш Винь Чунь, или как работает ваш Ху Цюань, или как работает там ваш Тан Ван Пай, например, да? Вот это вот здорово тогда. Так, секундочку. Сергей пишет: Станислав, короче, нож — это принципиальное изменение. Техника применения совершенно другая. В смысле, короткий нож вы имеете в виду относительно длинного какого-то предмета, там ножа или меча и так далее? Ну да, это другая техника, согласен. Но, ребят, я еще раз напомню, то, что мы сейчас называем ножом, это вот лезвие там в длину вашей ладони, это перочинный ножик, вообще-то. В воинских искусствах таких ножей не существовало. Ножом называлось нечто, что мы сейчас назвали бы, ну, наверное, уже не ножом, да? Вот, а мечом еще более длинный клинок какой-то. Вот, поэтому то, что вот сейчас вот перочинными ножиками там, ну да, это убогая достаточно такая дисциплина какая-то. Это так же, как если бы мы с вами, ну, почему-то переключились на фехтование вилками или ложками, или, я не знаю, чем-то еще таким подручным. И это можно делать, конечно. И тоже мы могли бы говорить, что фехтование ложкой сильно отличается от фехтования рапирой. Конечно, отличается. Безусловно. Согласен. Окей. Александр пишет: да, нет преимуществ. Это и Богдан пишет: согласен. Вот, ребят, вот представители Винь Чунь, яркие представители икмановского направления Винь Чунь, на секундочку, вот они вам даже говорят о том, что Винь Чунь — это просто боевое направление. Такое же боевое и такое же действенное, такое же эффективное, как и любое другое боевое же направление.
Сергей пишет, Станислав, не является ли Винь Чунь самоадаптацией? Ведь это относительно молодое направление. Ну, по поводу его молодости мы могли бы с вами спорить. Если вы имеете в виду ипманское направление, ну да, ему там сколько? Ну, сотни лет, да? Меньше, наверное. Примерно сотни лет, да? Допустим. Но это не значит, что это новодел. Это просто, как это сказать, некая модификация, очередная модификация такая вот. Причем модификация не компиляционная модификация, как сейчас пытаются брать Винь Чунь японский и смешивать с боксом. Получают убожество, да? Нет, это просто, ребят, неподготовленный человек, человек далекий от Винь Чунь, посмотрит на японское направление, посмотрит на Гулао и скажет, это одно и то же. И то, и другое Винь Чунь. И не отличат их даже. Это те, кто практикует эти ветви, они прекрасно сразу увидят и скажут даже, нет, ну это, наверное, не Винь Чунь. Глядя на Юань Кайсань, скажут, нет, это не Винь Чунь. А это Винь Чунь, ребят. Вот. А для внешнего человека все это будет Винь Чунь, все это будет одинаково. Поэтому с этой точки зрения, нет, ипманское направление все равно, оно имеет более глубокие, конечно, корни. И не ипманом оно было создано, еще раз. Это просто мы его знаем вот в таком вот виде. Вот. Так. Не является ли сам Винь Чунь какой-то адаптацией? То, что Винь Чунь имеет свое рождение когда-то, как и любое боевое направление, ребят, любое боевое искусство не имеет бесконечной истории. Любое боевое искусство когда-то началось, когда-то стартовало. Это тоже понятно. Как это происходило, мы с вами уже обсуждали. У нас есть на канале и видео, и стримы, посвященные этой теме. Поэтому на этом я останавливаться не буду. И Винь Чунь не исключение. Когда-то он тоже стартовал. Да, действительно. И что? Все имеет начало свое. Все, что мы видим, все, что существует, все имеет свое начало. Не все имеет конец. Но начало свое имеет все, что мы видим. Да, это так.